Харькове наконец-то закончилось второе пришествие зимы, уже настоящая весна, уже очень скоро май, и для кого-то самое время сеять картошку, сажать картошку, помидоры и все остальное. Ну а для кого-то этот день самое время сажать сакуры, туи. Я думаю, что мне тоже туда, потому что это будет аллея мира и дружбы. Единственное, что мне не очень нравится, это то, что это харьковчане знают, что такое конец Клочковская. Это на самом деле край географии для Харькова. Я не знаю, как часто и как много людей будут знать об этой аллее. Кроме того, сегодня пятница, это будний день. Сейчас почти 11 часов дня. И, конечно же, многие люди, которые даже хотели бы пойти, они пойти не смогут, потому что это рабочее время. Как я не стараюсь приходить вовремя, я очень часто опаздываю. Если вы думаете так же, как я, попробуем успеть. Здрасте. А вы деревья сажать? Да. Меня зовут Наталья Яковлева, я соучредитель благотворительного фонда «Харьков с тобой», мой коллега. Вадим Мохов, директор ЧАО. Да, и директор нашего центра, скромно улыбающийся под березками, Андрей Шейнин, и, по сути, вот, главный человек в этом мероприятии. На самом деле, я должен сказать, что в этом госпитале, в этой больнице лечатся ребята и военнослужащие, которые получили травмы, и гражданские лица с тяжелых территорий наших серых зон. Поэтому, если здесь будут деревья, если им будет хоть как-то легко, и они будут видеть красоту сакур, красоту туй, я думаю, это хоть что-то как-то их поддержит. Еще 2 месяца назад вместе с гендерным центром и при активной поддержке Вадима мы приняли решение саженцы, которые будут посадить именно здесь. Потому что именно этот институт стал центром вот такого вдохновления того, что можно все изменить и что все получится. Вадим, а почему вы присоединились к нашей акции и приняли решение? В принципе, наша компания очень ответственно относится к социальной составляющей бизнеса. Мы стараемся помогать громадам там, где мы работаем. И, в принципе, добрые дела делать надо, вне зависимости от того, какую должность ты занимаешь или каким бизнесом занимаешься. Поэтому я считаю, что помощь этому центру – это маленькое доброе дело, вот одно из тех, которые мы делаем постоянно. Да, вот видите, вот ребята вот сейчас помогают закапывать, это все сотрудники организации Вадима, и мы прекрасно понимаем, что без помощи вот тех, кто вот умеет помогать именно руками, мы бы не справились. Потому что моя была задача просто познакомить системные организации, чтобы объединить их вместе. У меня только 2 вопроса. Да. Мне нравится идея, почему будний день и почему так далеко от центра, мало людей знает. Медицинское учреждение, и здесь определенный есть график и такие возможности. А почему далеко от центра? Потому что мы же понимаем, что война будет продолжаться, и инвалидов будет все больше и больше. И мы должны понимать, что эти люди должны понимать, что о них не забыли. И мы вот искали место, куда попасть, но больше мы лучше не нашли. Да, это очень трогательное, очень тяжелое место. Но я не знаю, сколько у нас инвалидов, 1002 уже. Думаю, больше, и количество будет увеличиваться, потому что, к сожалению, на Донбассе и в Луганской области используется огромное количество мин, которые запрещены международными конвенциями. И еще долгие годы люди будут лишаться конечностей, и они будут попадать в этот центр. А вы откуда? У нас программа называется «Построение толерантности между ВПЛ, внутренне перемещенными лицами, та приймаючою громадою», то есть всеми нами. А вообще все мы украинцы, и я предлагаю немножко познакомиться друг с другом, ни в каком плане. Я знаю, что сейчас существует много разных стереотипов, создается много разных стереотипов, потому что вообще у нас стереотипное мышление, это дает нам возможность выжить, но тем не менее в некоторых вопросах оно очень мешает. Я предлагаю вам познакомиться, вот так я это мягко назову. Возьмите, пожалуйста, себе того, с кем вы не знакомы. Возьмите себе пару какого-то человека, с кем вы кого вы видите первый раз. Определите, пожалуйста, пару. Номер 1 расскажет номеру 2. Что он за человек? Есть ли у него пара? Как он работает? Откуда он родом? Живы ли его родители? У него есть брат, сестра?
что у нас оператор занят, поэтому немножко музыкального сопровождения. Нет? Раз, два, три, поиграли. Упражнение было о том, что мы не можем знать, кто перед нами, что это за человек. Но все люди, у нас две ноги, две руки, два глаза. У нас своя история за спиной, и мы не можем знать, что это за человек перед нами. Мы можем предполагать, и это будут наши фантазии. И есть смысл открыть друг другу сердца и вернуться и быть вместе, объединяться.
Ивы в прошлом году в Днепропетровске. Их вообще надо убрать, до корня не пойдут. Для истории запечатлели. Это очень интересное дерево. Его в 2 местах сажали, пересаживали. И вы посадили даже больше, чем одно дерево. Вот ваши эмоции, ваши ощущения. Ну, конечно, счастливы. Там туя, а здесь мы поучаствовали в посадке вишников. Сакуры или не сакуры, не знаю. Наташа? Ну, это хорошо. Это, конечно, хорошо, когда, так все организовано. Очень, всем нравится, по крайней мере. Не знаю, мне лично приятно. Если, конечно, если бы каждый приходил, там через воду посмотрел, как мое дерево он посажал. Там детки особенно, наверное, будет интересно родителям, что посадил такое, вырос. Смотрим, как Хорошая идея. И правильно, Дерево, кедр на 800 лет. Урожай будет давать через 100 лет. Приходите, собирайте первый урожай. Сегодня набежали люди с лопатами и давай садить деревья. Нет, неправильно. Все хотят аллею посадить. Все хотят дружбы и мира. И я тоже хочу. Сейчас эту табличку передадим Нашим главным организаторам. Вы где-то заходите там. Да, давайте, пожалуйста, там чай, пирожки. Наташа такие всю ночь пекла. Теплые. Я пока вас там ждал, 3 штуки съел, уже не могу. Сегодня мы с вами совместно высадили аллею дружбы и мира, и поэтому я думаю, что с сегодняшнего дня мы можем называться друзья. Эта идея посадка деревьев, подарок городу, подарок людям, которые живут в Харькове, возникла в рамках проекта. Я буду говорити далі по-українськи, бо складно перекладати. Проект називається «ВПО та приймаючі громади. Розбудова толерантності через діалог». Дуже складна назва, але в ході проєкту наші учасниці, які є переміщеними особами, вони вирішили, що діалог можна розбудовувати різними шляхами. І один з них, найтакий, скажімо, продуктивний, це саме висадка дерев, саме такі подарунки прекрасні, як сьогодні ви зробили всі разом, об'єдналися. Я дуже вдячна всім, хто сьогодні взяв участь у нашому заході, всім, хто садив, поливав, організовував, забезпечував нас музикою, всім. А також дякую всім тим організаціям, які тут представлені. Почему мы этим занимаемся, Саша? Почему ты каждый день в этом... Мне делать нечего, более работать. Потому что нам нравится, мы кайфуем. У меня другого нет. Да. Не надо таких людей, которые тут есть. И когда кто-то жалуется, что это плохо, придите в институт, там, просто в гости. И вы уйдете отсюда, у вас будет болеть животы, потому что вы будете ржать, вы смеетесь с ними, там, веселитесь. Поэтому жизнь прекрасна. И для того, чтобы нашим ребятам, которые здесь лечатся, мы надеемся, выйдут все здоровыми, по крайней мере, полноценной жизнью, они будут жить однозначно, потому что они такие сильные, они красивые и они смелые. Спасибо вам, ребята, что вы есть. Спасибо, что нас защищаете. Ну и спасибо вам. Я хочу напомнить, что мы завязываем ленточки, дружеские ленточки на наше дерево дружбы и толерантности, которая мы назначили и если там отмечаем нашу дружбу. Я тоже не знаю, я говорю Бандера. Я тоже знакомая. Я тоже не знаю, куда. Потому что родилась я в Житомирской области, потом учила там, потом 10 лет в Крыму, а сейчас в Харькове 3 года. Я не знаю, Харьков настолько прекрасный город. Кривошеева Наталья. Я член департамента внутренне перемещенных лиц. Вот. Я выпускница программы гендерной школы. Я волонтер Центра занятости свободных людей Харькова. Я давала тренинги развития голоса у них в организации. Я не то, чтобы один из организаторов,
Да, наверное, я один из организаторов, потому что изначально это была, ну, скажем так, нас профинансировала, это была моя идея, это была наша инициатива, моя инициатива гендерного центра. Это нас профинансировал Украинский женский фонд и фонд Чарльза Мода. Для того, чтобы мы могли реализовать этот проект в контексте построения толерантности между ВПЛ и принимающей громадой. Не знаю, как по-русски это звучит, громада, не знаю. Общество. Да, общество, оно все равно не передает того контекста, который мы вкладываем. Вот, хотелось подружиться, сдружиться, внедриться, разрушить какие-то стереотипы, что мы такие, а мы не такие, они такие, а они не такие. И я много чего вложила, потому что для меня дерево — это стимул развития, это стимул жизни, это стимул рода. Это наше стремление переселенцев и харьковчан укорениться в этом городе, и что-то здесь вырасти, что-то дать ему, дать городу, дать вообще, не знаю, шарику земле, потому что в контексте экологии я вот 19 числа должна была быть первая посадка, вот, но пошел снег, да, мы готовы были сажать снег, но сказали, что это похоже на укладку асфальта в ливень, а нам все-таки очень важно, чтобы эти деревья жили, и чтобы каждый мог прийти посмотреть, что это дерево создал я, и это дерево должно символизировать то, что мы друзья, мы все подружились, и у нас одинаковые ценности, на самом деле мы хотим одного и того же самого. И вот эти стереотипы, которые мешают общению, которые мешают вообще социализироваться переселенцев, и наоборот, сказать спасибо харьковчанам, потому что для меня Харьков очень много значит, он мне очень много дал, мне лично. И мое стремление отдать тоже чуточку тепла своего тем способом, которым я могу. Я очень рада, что к нам присоединился Харьков, чтобы я не представляю себе, как бы мы без них реализовывали. Они нам практически тоже создали это мероприятие. Я безумно благодарна ребятам, которые присоединились, всем организациям, департамент переселенцев ВПЛ, гендерный центр, который на самом деле, вот он взрастил эту идею, он ее, помог реализовать, нашел партнеров, потому что, были свои сложности, конечно же, вот. И всем организациям, которые участвовали, для меня это живые люди, которые пришли, с которыми, я надеюсь, станут моими друзьями, и я стану их другом. И надеюсь, что создали, знаете, такие отношения, это тепло между всеми участниками.